Добрый всем день! Я рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном методе шитья лоскутного одеяла. Чем же он так интересен? А тем, что постепенно, шаг за шагом, можно шить большое лоскутное одеяло, причем уже простеганное и с изнанкой. Сейчас я вам покажу на примере блоков. Вот у меня такие вот блоки. Я шила, это моя утилизация отходов. И сейчас я вам покажу, как их можно сшить между собой. Собираем сэндвич. Изнаночная ткань, наполнитель и лоскутный верх. Скалываем все булавочками. И теперь идем на машинку и будем стягать вот этот наш блок. Начинаем с центра блока. Я буду стягать прямыми линиями с помощью шагающей лапки. В моей машинке она уже встроенная. Ну, если у кого нет шагающей лапки, можно попробовать и без нее. Некоторые любители лоскутного шитья очень хотят сшить большое лоскутное одеяло, но боятся, что не смогут справиться на своих машинках с застежкой этого одеяла. Поэтому вот воспользовавшись этим методом, можно шить лоскутное одеяло любого размера. Как видите, блок небольшого размера, и его можно крутить в разные стороны, поворачивать, менять направление стежки, что нельзя сделать с большим лоскутным одеялом. Так, вот я пристегала этот блок прямыми линиями, не очень много, чтобы скрепить все слои. И теперь надо его весь обрезать. Вот мы его выровняли весь. Вот у меня еще один такой блок, их два. И теперь я покажу, как мы их будем соединять. Для этого нам понадобится две полоски ткани. Одна на изнаночную сторону. Такая вот полоска. И одна для лица. Они могут быть и одинаковые, они могут быть разного цвета. И хочу сказать, что и изнанка может быть, вообще для каждого блока может быть разного цвета. Это вообще такая красиво получается, особенно на детское одеяло, когда будет разноцветная изнанка. Там разного цвета, желтый, зеленый, квадратики, и соединенные между собой какой-то, допустим, красивой полоской ткани. Это тоже контрастно. Это вот очень красиво смотреться. Значит, нам нужна полоска ткани для изнаночной стороны и полоска для лица у меня другого цвета. Значит, ширина полосы 1 дюйм или 2,5 сантиметра. Для лица получается 2 дюйма заутюженный пополам. Вот так. Теперь накладываем полосу сюда, а эту полоску вот сюда. Теперь нам надо прострочить здесь, отступая 6 миллиметров, захватывая и изнанку. Обязательно проверяйте, чтобы ничего никуда не уехало. Все полосочки были на одном уровне. Теперь берем другой блок и складываем изнаночными сторонами их, изнанка к изнанке, и будем строчить вот только ленту, которая предназначена для изнаночной стороны. Эту не трогаем. Вот здесь вот будем прокладывать строчку 6 миллиметров. Вот смотрите, что у нас получилось на изнаночке. Переворачиваем на лицо. Вот так вот здесь вот. Теперь
эту полоску ткани заглаживаем сюда. Теперь задача ее пришить. Можно ее пришить на руках потайным швом. Это будет очень аккуратно выглядеть. Можно пришить и на машинке. Пристрочить вот прям в край. Давайте пристрочим на машинке сейчас. Покажу, как это на машинке. Вот здесь прострочила вот в край. Можно отстрочить и с этой стороны, или вообще ее всю отстрочить, вот эту вот полосочку. Ну, это уж как хотите. Конечно, я бы, если бы делала, я бы пришивала все это на руках. На руках, мне кажется, гораздо аккуратнее получится. Особенно не будет видна вот здесь вот эта строчка. Ну, это дело каждого, как говорится. Вот таким способом можно соединять блоки между собой. Потом берем следующий блок, пришиваем следующий блок и так далее. И собираем полосу нужной ширины, ну, допустим, на детское одеяло, там, ну, сколько таких блоков надо? Ну, 4-5. Берем следующую полосу из 5 блоков и также сшиваем их между собой. И шьем такое количество полос, которое нам нужно для длины нашего одеяла. Затем вот эти длинные полосы соединяем таким же образом, только теперь ленточки ткани нужны, ну, более длинные по длине нашей большой полосы. И таким образом можно собрать большое лоскутное одеяло. Также можно поступить и с каймой, сшить отдельно кайму, простегать ее, а потом пришить к краям одеяла. И будет уже все простеганное, и с изнаночной стороной все вместе соединено. Ну, надеюсь, все вам было понятно. Шейте с удовольствием, я думаю, у вас все получится. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!